Всем привет, меня зовут Анатолий Бондаренко, я боец клуба Кишиктан, который приехал в гости к мастерской Armory Smith. Когда я в прошлый раз здесь был и делал свой последний заказ, эта мастерская еще называлась Art Armor. Я сейчас тут уже произошло достаточно много изменений, у ребят новая мастерская, и стало намного больше пространства, места, и стало теплее, ламповее и уютнее. Кроме ИСБ я занимаюсь IT. У меня достаточно офисная работа, и поэтому СБ для меня является какой-то дополнительной, помимо хорошей физической подготовки, она мне является еще и моральной разрядкой, потому что офисная работа, она действительно застаивает, и чтобы не засиживаться, не застаиваться и не заплывать жиром, очень сильно помогает и очень весело. Когда я начал заниматься, тогда еще не было такого понятия, как ИСБ, его еще не было сформулировано, и тогда это больше называлось как ролевое движение, это было весна 2008 года, и тогда только начиналось хоть какое-то разделение между игроками, реконструкторами, бойцами. Тогда было очень много холиваров на всяких форумах, соцсети тоже еще не были раскручены, но мы находили все способы поддерживать между собой связь. Так начался мой путь. Я катался на игрушки, на которых мы еще тогда больше, наверное, тяжело было назвать это спортом, мы просто выезжали в лес. А совсем вот серьезно заняться боями, то я уже начал, вот когда в 2013 году я попал в клуб Кишиктан, то я начал серьезно этим заниматься, я больше ударился именно в спорт. И, собственно, приход в клуб мне сразу обеспечил проход в сборную. Являюсь бойцом сборной Украины на битве наций. До Кишиктана меня как бы уже привлекали восточные доспехи. Помимо того, что у меня самого есть немного восточных кровей, у меня есть буковинские цыгане в крови, которые наполовину турки. У меня есть забайкальские крови, и при этом вот после всех там событий конца 10-х, начала 20-х годов в 20 веке мой прадед оказался в Центральной Азии, и только мой отец смог обратно вернуться в Украину. И поэтому как бы достаточно большое количество времени я провел в Центральной Азии, посещая своих предков. Тоже проникся этой культурой, и она меня заинтересовала. Но после того, как я попал в свой первый бугурт в 2009 году, в котором мне сломали об голову алебарду, то мне как-то зацепило, и я начал после этого вот гореть желанием, чтобы... Я понял то, что вот даже мощный удар по голове, после которого ломается оружие, он не останавливает бойца, чтобы он прекращал бой, и это добавляет какого-то дополнительного адреналина, появляется какая-то искра в глазах, которая тащит тебя заниматься этим дальше. В реконструкции она привлекает в какой-то мере, но просто с ИСБ, если посмотреть, даже банально финансовая точка, потому что ИСБ не самый дешевый вид спорта. Доспехи стоят полный комплект, в котором будет не больно, можно оценивать где-то от 2 до 2500 $, то реконструкторский костюм, особенно на тех реконструкторских мероприятиях, на которых этот костюм проходит жесткий досмотр, чтобы были полностью ручные швы, натуральные ткани, натуральные краски, и все соответствовало стандартам и нормам той эпохи, то такие костюмы могут стоить даже самые простые, типа штаны, рубашка и какая-то небольшая легкая бижутерия, это будет стоить больше, чем мой доспех. Домотканный лен очень дорогой. Ну вот, когда были в ПКР, были в History, какие-то викинговские мероприятия, там приезжали вот пацаны, я же в свое время там встречался с девочкой из Беларуси, она там тусила с теми реконструкторами, так они говорят, то, что они попробовали приехать в льняных рубашках с ихнего белорусского какого-то там льняного завода, их забанили, сказали только домоткань. Я не знаю просто, кто это организовывал, но в реконструкции нету вот того какого-то боевого азарта. Там больше ты стараешься, чтобы под тебя не попали, а не сделать человеку больно. Вот в этом главная разница между боями. В реконструкторских боях, потому что там все очень мягенько и очень аккуратненько, чтобы никому ничего случайно не покалечить, потому что защищенность у бойцов очень маленькая. А в СБ мы стараемся как раз-таки бить людей по-настоящему. И как раз бить людей по-настоящему меня, наверное, больше привлекает, чем аккуратненько пытаться
кого-то шкрябать. Вот. Реклама реконструкторских мероприятий есть в соцсетях, но у них там где-то в среднем по 4-5 мероприятий в год, по крайней мере, в Украине. Но в Европе достаточно много реконструкторских мероприятий, и там действительно очень много, очень жесткие требования, с которыми будет достаточно дорого справиться. У нас их мало, но они есть. В Европе их как раз таки больше, и в Европе просто что же, если посмотреть, то у них куча народу как раз таки больше занимается реконструкцией. Там очень много народу пришло из реконструкции в это ИСБ, и при этом там такие уже старые мужики, которым лет по 40, а то и по 50. Если брать так по стандартам битвы наций, то у нас, наверное, средний возраст сборной самый низкий. Я 2 года занимался ушу. Мне, в принципе, это дало достаточно неплохую базу для борьбы, но этой базы со временем стало не хватать, и поэтому сейчас у нас появились дополнительные тренировки по борьбе, потому что с одноручным оружием сейчас качество доспехов вырастает настолько, что одноручным оружием его пробить становится достаточно проблематично. Нужно стараться искать слабые места, щели, или если бить в самые такие укрепленные места, типа там, например, макушка на шлеме или хорошо забронированные плечи, то одноручным оружием это пробить достаточно сложно. Нужно недюжие усилия, чтобы человек это хотя бы почувствовал. Я боец первой линии, и я предпочитаю относительно короткое одноручное оружие, типа фальшиона. Я пробовал воевать с топором, но насколько долго вернее, недолго живут древки у топоров, меня начало напрягать, поэтому я вернулся к старому доброму фальшиону. Я стараюсь ему не изменять больше. Доспех должен быть, стараться стремиться к тому, чтобы он был легким, потому что когда я собрал свой первый доспех еще полностью, со всей защитой рук, ног, шеи, головы, то у меня это получилось с кольчугой под кирасу, причем кольчуга была сведенная, которую я плел, сидя, работая на заводе на ночных сменах. И это все счастье у меня весило 44 килограмма. В этом доспехе я мог делать 3 вещи. Стоять, бежать и лежать. Причем после того, как начинал бежать, я мог только лежать, врезавшись во что-то или споткнувшись обо что-то. Я в нем был достаточно неповоротливый, поэтому я считаю, что доспех нужно облегчать. Сейчас у меня доспех весит где-то 25 килограмм, и я себя в нем чувствую достаточно комфортно в плане защищенности. Даже несмотря на то, что я иду в первую линию, и я могу попасть под алебарды, под шквал ударов или еще что-нибудь подобное. У меня доспех восточного типа. Если взять вот пример похожего шлема восточного, то меня забрало не лицом, а просто висит вуалью такая бармица, а сзади к этой коже пришивается тряпичная драпировка, потому что вешать полную бармицу это абсолютно глупо и невыгодно, как я уже раньше сказал, в плане веса. Потому что металлическая бармица весит полная вес порядка 2-2,5 килограмм, и просто лишних там 1,5 килограмма, которые будут висеть, не закрывая твое лицо от каких-то случайных шальных ударов, а просто на затылке, там где и так цельная металлическая пластина, это абсолютно глупо и нерационально в плане того, что ты просто быстрее устанешь. Поэтому сзади у меня матерчатая драпировка, на данный момент я использую лен. Я как-то один раз попробовал сделать шерсть, но с шерстью было больше проблем, потому что шерсть намного легче разбивается от того, когда она оказывается между двумя металлическими пластинами в виде меча или алебарды и шлема. Корпус у меня классический восточный, среднего достатка благородных людей в Монголии. Это хатанга. Причем хатангу дегель в переводе с монгольского языка означает железная рубашка. И такие хатанги как раз таки это было основной доспех, собственно, самого Кишиктена, как гвардии хана при вторжении. Если брать защиту рук, то на руках у меня получается
рука у меня полная закрытая, но она стилизована под как раз-таки монгольскую лодочку, которая вот закрывает локоть, и здесь просто после вот этого вот лепестка, выпирающего из-за локтя, вот здесь уже здесь вставленный скрытый локоть, от которого идет еще скрытый бицепс. Они покрашены в черный цвет, поэтому они в глаза не бросают. Рукавицы на данный момент сейчас я приехал как раз-таки в кузницу Armory Smith для того, чтобы заказать все новые рукавицы. Вот. А старая рукавица у меня была вот именно ватная варежка стеганая, на которой было нашиты титановые пластинки, а поверх них покрыта кольчугой. Этим варежкам уже порядка 5 лет, и, собственно, такая конструкция была для того, чтобы их начали пропускать на мероприятия, потому что сейчас уже иногда можно выйти и в титановых рукавицах. Но раньше на титан иногда матерились, поэтому надо было прикрыть их кольчугой, чтобы они выглядели максимально по-реконструкторски. Первые пару лет они держали даже алебарду в кулак. Потом я старался так активно и рьяно под это все под удары кулаком не подлазить. Потому что на этой битве наций после удара в кулак у меня даже был разбит палец. После битвы наций я еще несколько раз покатался по мероприятиям, понял, что мне совсем не хуже выступать страшно, и сейчас нужно оперативно менять рукавицы. Вот. Защита ног у меня долгое время была неопределенной, и как раз таки, наверное, самый удачный мой вариант. Благо, обошли все травмы до этого. Я, вот, собственно, заказал ноги из кузницы Armory Smith. Ноги, несмотря на то, что европейские, но у меня длинные халаты, поэтому это не настолько сильно заметно, что ноги у меня европейские. Но ноги из модели Тристан. У них очень хорошая фиксация колена, у них очень хорошая, удобная анатомическая голень, потому что до этого у меня голень была достаточно неудобная. Например, если был хоть какой-то уклон на поверхность, на которой приходилось вести бой, то оно начинало причинять неудобства. А голени от Armory Smith, они очень удобные в плане того, что они анатомические. Кузница полностью подгоняет все доспехи под заказчика. И бедра, которые позволяют, они полностью закрывают бедро. Несмотря на то, что у меня длина самого доспеха где-то до середины бедра, то я лучше перекрою, например, вот основу вот пахового стыка, чтобы там была дополнительная защита. С учетом, например, того, что те же русские лейбордисты очень сильно любят бить в точку присоединения ноги к корпусу. Вот это паховая складка. На подвижность это особо не сказывается. Я свободно бегаю, и я в этих доспехах могу даже кувыркаться. В этом году на битве наций мне на ногу вот как раз таки упал боец такой больше 100 килограмм, где-то килограмм 120-130 только живого веса. Падение могло вызвать у меня неестественный изгиб сустава, и как раз таки эти ноги, это колено мне дало мне достаточную фиксацию, чтобы этого не произошло, и я уехал с битвы наций целым. С учетом того, что после этого еще оставалось несколько боев до финала, то я мог просто остаться на скамейке запасных и смотреть, как наши ребята будут пытаться вырвать победу. А так я был одним из тех, кто пытался вырвать победу, и я вложил свою лепту в то, чтобы у нас в этом году были золотые медали с битвы наций. Пожелание молодым бойцам в первую очередь не бояться, готовить себя как физически, так и морально к тому, что придется превозмогать достаточно тяжелые физические нагрузки, плюс нужно достаточно сильные волевые усилия, особенно на финальной прямой, чтобы не сдаться и не сломаться. Вот. Следить за своими доспехами, потому что никакой доспех, какой бы качественный он ни был, но он никогда не вечен. Металл устает, кожа устает, и за те сколько там, полтора года, которые вот я вот уже сегодня рассказал про ноги от кузницы Armory Smith, то ремни я там уже несколько раз все менял. Просто потому что кожа устает, кожа не выдерживает и кожа рвется. Но за самим металлом тоже надо следить, потому что, например, вот у меня был и шлем от Armory Smith, тогда еще Art Armor, и он после того, как несколько раз был помят в одном и том же месте и несколько раз отрихтован, его удалось пробить.
Поэтому будьте готовы к тому, что доспехи нужно с определенной периодичностью где-то раз в 2-3 года менять. И удачи!